И пришло время рассказать, как я, как врач, понимаю появление и великую миссию Димаша с точки зрения психологии. Он пришел к нам с попыткой изменить психологию отношений между людьми, вскрыть пороки и ненужные страсти, мешающие общему развитию человеческой цивилизации. Но необычным образом, через свой неповторимый голос. С вами Рита Желтовская. Рада приветствовать моих подписчиков и слушателей в несколько необычном формате разговора о Димаше и нашего отношения к нему. Итак, как формируется наше понятие о себе, о нашем внутреннем «я»? Что способствует переменам в нашей жизни, умение выбирать нужную дистанцию, нужные суждения, фильтровать свои мысли и поступки? Кто или что оказывает нам помощь в осуществлении этих перемен? Какие происходят перемены в жизни, в стиле общения, в мышлении, если человек готов к такой работе? Мы много встречаем на своем жизненном пути разных людей. Не секрет, что не все эти встречи носят позитивный характер. Но бывают встречи, которые переворачивают наше понятие о жизни, о ее внутреннем огне, сдвигают огромные плиты наслоений всякого мусора в наших головах, в поведении, в отношениях и помогают освободиться от этого балласта. Такова встреча с Димашем. И, наверное, не у меня одной. Не зря говорят мудрые, что подобное притягивает к себе подобное. Вокруг Димаша собираются люди, готовые к переменам, ищущие новое направление в жизни, но не имеющие мудрого наставника в такой деликатной работе. Димаш в полной мере заполнил пустоты человеческих исканий, открыл новый мир гармонии и человеколюбия, покорил своей молодостью, талантом и красотой, своим неповторимым шармом, трогательным обаянием, мужской нежностью и неподкупной силой харизмы зрелого учителя. Да, нам есть чему учиться у Димаша. Он привносит в нашу жизнь нотки здорового отношения к нашему внутреннему «я», меняет полярность взглядов без принуждения и назиданий. Он голосом озвучивает те состояния души, которые были не свойственны до его появления на сцене, пробуждает к жизни наше внутреннее «я». Как и у Иисуса Христа поначалу из 14 учеников родилась могучая армия последователей Его учения, так и у Димаша разрастаются фан-клубы по всему миру, исповедующие нетленные качества мудрости своего учителя. Это состояние духовного оргазма, неповторимого состояния освобождения от оков условностей. Мы часто пытаемся сравнивать себя с кем-то, не отдавая отчет в том, что каждый человек уникален, даже своими недостатками. Наше внутреннее «я», если мы к нему прислушиваемся, дает практически ответы на все наши вопросы. Что дает нам для нашего «я» общение с Димашем? Мы вбираем те вибрации его голоса, которые освобождают нас от привычного уныния, серости жизни, от тревог и прочего мусора. Это как выбросить ненужные вещи, захламляющие дом после зимы, и порадоваться весне. Мы получаем от общения с ним заряд бодрости духа, получаем посыл к раздумьям о смысле жизни, о нашем быте, о помыслах, о счастье. Заряжаемся той позитивной энергией, которая побуждает нас двигаться в духовном плане все выше и выше, открывает закрытые временем, убитые воспитанием таланты к новой жизни, учит быть открытым, содержательным и скромным. Великие качества гармоничного человека. Можно продолжать и дальше.
Мы уже не мыслим отсутствие Димаша в нашем сознании. Он как яркий свет в пространстве, когда четко видны все мелочи, детали, все дороги бытия. Для многих встреча с творчеством Димаша стала поворотным моментом в их жизни. Голос Димаша научил нас слушать себя, свои желания, свои эмоции, научил ценить каждого человека за все то хорошее, что в нем есть. Интересное наблюдение. Отпали люди с низким потенциалом духовного содержания. А это значит, что уменьшились токсичные контакты с людьми, у которых все плохо и которым невозможно помочь в силу их ограниченности, нежелания расти духовно. Но и прибавились контакты с совершенно незнакомыми людьми, с которыми мы на одной волне приятия нового мира. Мы научились просто игнорировать людей, которые навязывают нам свое негативное мнение, не замечать их существование. Кредо – говорите о других только то, что вы сказали бы им самим в лицо. Наша любовь к Димашу без преувеличения сродни любви к своим детям. Для нас он новая звезда на небосклоне, светящая очень ярко, кто сумел ее увидеть. Это просто революция в психологии внимания к своему внутреннему «я», подражая, впитывая не по годам мудрость великого певца, таланта века. Всего вам доброго и мудрого. Делитесь своими впечатлениями о тех переменах, которые возникают у вас от общения с Димашем. С вами была Рита Желтовская. Будьте здоровы! До новых встреч!